Добрый день, уважаемые инвесторы. Меня зовут Владимир. Наша компания «Шахта номер 256» занимается добычей криптовалюты или майнингом. Полное название нашей компании Blockchain Mining Farm номер 256. Мы ищем инвестора для создания шахты на базе советского завода. Максимальное количество 3000 майнинговых аппаратов. Начать можно со 100 или 500 штук. На данный момент мы подготовили инфраструктуру для 30 майнинговых аппаратов. Установили 6 ферм, это 36 видеокарт. До конца 2018 года 20 ферм, 120 видеокарт. До конца 2019 года 30 ферм, 180 видеокарт. У нас есть огромное желание расти и развиваться, но не хватает финансирования. Знания, желания, помещение, опыт у нас есть. Нужен инвестор. Можно майнить самые прибыльные криптовалюты на сегодня или добывать одну из самых популярных. Биткоин, эфир, лайткоин, Zcash, Dash, Monero и другие. Текущий хешрейт нашей сети 930 мегахешей по эфиру или 12 тысяч по Zcash. Обратите внимание, график загрузки работает стабильно, под постоянным контролем наших специалистов. Сейчас мы покажем и расскажем, что сделано на текущий момент. Стоит 6 ферм на стеллажах с расчетом на 30 ферм для расширения. Уже попробовали несколько типов карт и остановились на сапфирах для AMD и гигабайтах для NVIDIA. Они зарекомендовали себя как стабильно работающие, что является одним из ключевых моментов в этом направлении. Преимущество дорогих карт – это запас мощности и качество системы охлаждения, что определяет срок службы данной карты. Недостатки дешевых карт в дешевых системах охлаждения, что приводит к выходу из строя и моменту простоя на время ремонта, как следствие потеря мощности сети. Помещение на 40 квадратных метров гаражного типа подготовлено и введено нами в эксплуатацию. Выполнен косметический ремонт, положен линолеум, стены и потолок приведены в порядок. Вся система электроснабжения выполнена с учетом всех максимальных нагрузок, только из качественных материалов. Проведено 3 фазы. На каждую линию нагрузка распределена равномерно. На каждую линию установлен стабилизатор для стабильной подачи электроэнергии. Плюс установлена система пожарной безопасности, сигнализация и подключено на пульт охраны наше помещение. Вначале для полной стабилизации напряжения хотели использовать бесперебойники постоянного типа. Так как это самый лучший тип УПСа, он убирает малейшие скачки напряжения. Но все же остановились на стабилизаторах от УХ технология, цена одинакова, а эффективность выше. Установили 3 стабилизатора, в итоге имеем 60 кВт. При необходимости всегда можно добавить. Пока было мало ферм, использовали вентиляторы. Попробовали вентиляторы разных типов. Преимущество маленьких – низкий уровень шума. Преимущество больших – больше объем воздуха поступит в помещение и больше его выйдет. То есть воздушный поток поступает быстрее и охлаждение происходит эффективнее. В итоге остановились на вентиляторах Viguan 400 мм. При низком уровне шума дают хороший поток обдува. Если использовать регуляторы, уровень шума можно довести практически до нуля. После увеличения количества ферм перешли на кондиционер. Кондиционер марки Tessot, мощность 7 кВт. Такого кондиционера более чем достаточно для охлаждения 6 ферм. Если будет 20 ферм, поставим еще один такой же. Данный кондиционер характеризуется низким уровнем шума, высокой эффективностью, не увлажняет воздух. При отключении электричества сам включается. Мы профессионально подходим к подготовке инфраструктуры и системы добычи криптовалюты. Готовы ответить на все ваши вопросы. Обращайтесь.